В зоопарке Йоханнесбурга в Южной Африке, известном своим разнообразием африканских животных, жил пожилой слон по имени Бабут. Этот слон был частью зоопарка с тех пор, как был совсем маленьким. Он вырос там, где было много солнечного света и дождей, и прожил там более 30 лет. Со временем здоровье Бабута начало ухудшаться просто из-за преклонного возраста. Ветеринары зоопарка начали замечать, что жизнь в зоопарке больше не подходит для него. Несмотря на то, что они пытались улучшить его вольер, стало ясно, что Бабуту нужно более тихое и естественное место, чтобы доживать свои дни. После многочисленных встреч зоопарк обратился к приютам по всей Южной Африке и Америке, надеясь найти место, более подходящее для их стареющего слона. В конце концов, обнадеживающее сообщение пришло из национального парка слонов Адо, хорошо известного заповедника в восточной Капской провинции. Они согласились взять Бабута и пообещали обеспечить ему спокойную жизнь, которой он заслуживает. И вот Бабуту пришло время покинуть зоопарк, где он провел большую часть своей жизни. Когда он забирался в грузовик, его большие добрые глаза были полны печали. Он оставлял позади все знакомое. Путешествие было долгим, оно проходило через обширные луга и горные хребты Южной Африки. В Аддо для ухода за Бабатом был выбран человек по имени Сайфо. До этого он ухаживал за многими дикими слонами, но история Бабата глубоко тронула его. Когда двери грузовика открылись и Бабут впервые ступил в святилище, Сайфо уже ждал его, приветствуя мягкой улыбкой и спокойными приветственными жестами. С того момента, как он ступил на новую землю, Бабут, казалось, почувствовал что-то необычное. Широкое открытое пространство Аддо сильно отличалось от зоопарка. Сухая трава, редкие кусты и редколесье подарили ему ощущение свободы, которого он не ощущал уже много лет. Несмотря на то, что тело Бабута старело, его дух немного воспрял. Чтобы не спускать с него глаз, Сайфо позаботился о том, чтобы Бабут оставался поблизости от главного контрольно-пропускного пункта, где за его здоровьем могли наблюдать ежедневно. Каждое утро Сайфо приходил к нему, приносил еду и проверял, нет ли у него каких-либо признаков недомогания или болезни. Постепенно Бабут начал привыкать. Он стал более расслабленным, и между ним и Сайфо установились доверительные отношения. Но однажды днем что-то изменилось. Когда Сайфо пришел на обычное место возле вольера, Бабута там не было. Слона нигде не было видно. У Сайфо сжалось сердце. Пока он осматривал местность, его охватила паника. Он обвинил себя в том, что недостаточно внимательно наблюдал и немедленно отправился на поиски слона, который был ему так дорог. Сайфо быстро запрыгнул в свой автомобиль и поехал по тропе вглубь национального парка слонов Аддо, не сводя глаз с больших следов на земле. Он попытался дозвониться до своих коллег, но сигнал сотового продолжал пропадать. Пока он вел машину, на его лице не было ничего, кроме беспокойства, и он продолжал звать Бабута по имени, надеясь на какой-нибудь знак. Чем глубже он углублялся в заповедник, тем глуше и тише там становилось. Внезапно вдалеке раздался рев льва, за которым последовал безошибочно узнаваемый крик слона. Чутье подсказывало Сайфо, что что-то не так. Недолго думая, он нажал на газ и помчался на звук. Его сердце бешено колотилось от страха. Когда он подъехал, от того, что он увидел, у него перехватило дыхание. Бабут был окружен группой львов. Старый слон выглядел измученным, его глаза были полны паники. Он слабо замахал хоботом, пытаясь отогнать львов, но у него не хватило сил вырваться. Хищники терпеливо ждали, предчувствуя подходящий момент. Сайфо ударил по тормозам, выскочил из машины и схватил единственное, что у него было – длинную палку. Он знал, что центр находится более чем в 10 километрах, и у него не было времени ждать подкрепления. Несмотря на то, что он был напуган, он не мог оставить Бабута в таком состоянии. Он побежал прямо ко львам, громко крича и размахивая палкой, чтобы привлечь их внимание. Сначала львы зарычали и остались на месте.
Они не боялись людей, но Сайфо не отступал. Он топал ногами, кричал и размахивал палкой, стараясь выглядеть крупнее и угрожающе. Несколько львов отступили, но остальные остались, кружа в ожидании. Сайфо почувствовал, как по спине у него струится пот, но не остановился. Он не смог. К этому времени Бабут уже валился с ног, его ноги дрожали от усталости. Сайфо стоял между львами и слоном, перекрикивая рев и делая все возможное, чтобы отвлечь их. Постепенно львы начали терять интерес. Им не понравился громкий шум или бесстрашная энергия Сайфо. Постепенно они отступили. Примерно через 10 напряженных минут Прайд наконец сдался и скрылся в зарослях. Сайфо не двинулся с места. Он подождал, внимательно наблюдая, чтобы убедиться, что они не вернутся. Только когда он убедился, что это безопасно, он подошел к Бабату. Слон лежал ничком, дрожа и тяжело дыша. Сайфо опустился на колени и осторожно положил руку ему на лоб. «Все в порядке, Бабат. Теперь все кончено», – тихо сказал он. Его спокойный голос и нежные прикосновения помогли Бабату успокоиться. Сайфо проверил, нет ли травм, и с облегчением обнаружил, что серьезных ранений нет, только несколько царапин от падений или ударов о ветки. Края. Зная, что Бабут все еще жив и практически невредим, Сайфо глубоко вздохнул. Он чувствовал слабость в ногах, но времени на отдых не было. Он понимал, что им нужно как можно скорее возвращаться. Тело Бабута многое пережило, и любая задержка могла усугубить ситуацию. Сайфо мягко подбадривал его, что-то тихо говоря. Несмотря на усталость, Бабут медленно согнул туловище и приподнялся, дрожа, но стараясь. Затем, улучив момент, он протянул хобот и нежно коснулся спины Сифа. Это было почти как благодарность. Сифа был тронут. Он погладил грубую шкуру слона и прошептал: «Теперь все в порядке. Поехали домой». Но когда они подошли к грузовику, стало ясно, что Бабут слишком устал, чтобы забираться в него. Выбора не было. Сайфо ехал медленно, позволяя Бабуту идти позади. Он выбирал самую ровную тропу, избегая скал и неровностей. В зеркало заднего вида он продолжал наблюдать за тяжелыми, но решительными шагами Бабата. Золотистые краски заката окрашивали саванну в захватывающий дух и неумолимые цвета. Каждые несколько минут Сайфо негромко окликал Бабата, призывая его продолжать путь. Когда наступила ночь и небо из розового превратилось в темно-фиолетовое, фары автомобиля осветили дорогу впереди. Температура упала, и холодный воздух проникал в окна, заставляя Сайфо дрожать. Но он не терял сосредоточенности, просто надеясь вернуться. Каждый поворот приближал их к центру, где их ждали врачи и помощь. И все же Бабут продолжал идти. Его дыхание было прерывистым, тело явно устало. Но он не останавливался. Сайфо не отрывал взгляда от дороги, почти не моргая. Он знал, что они уже близко, еще немного, и в поле зрения появятся огни центра. Но он также знал, что если Бабат рухнет в этот момент, все, что они сделали, может быть потеряно. В глубине души Сайфо продолжал надеяться, молча уговаривая слона продержаться еще немного. Наконец, вдалеке показалось мягкое свечение. Искусственные огни центра национального парка Слонов-Аддо. Сефа выдохнул, затаив дыхание, и его глаза наполнились слезами. У них получилось. Весь этот обратный путь был гонкой между жизнью и смертью, и каким-то образом они выигрывали. Когда машина подъехала, из нее выбежали сотрудники, окружив Бабута заботой и сочувствием. Они ласково разговаривали, предлагали воду и утешение. Быстро прибыл ветеринар, который проверил состояние Бабута и дал ему корм, насыщенный питательными веществами. Все в ошеломленном молчании слушали рассказ Сайфо о том, что произошло со львами. Они не могли в это поверить, но восхищались его мужеством. Смотритель парка лично приехал поговорить со Сайфо. Он похвалил его за сообразительность и храбрость и пообещал, что они улучшат безопасность в этой части заповедника.
В ту ночь Бабуту выделили теплое место в отделении специального ухода, где его окружили мягкими одеялами и едой. Волонтеры по очереди присматривали за ним, готовые ко всему. Сайфо тоже не уходил. Он сидел снаружи, на сердце у него все еще было тяжело от страха, но он почувствовал облегчение от того, что Бабут в безопасности. Он смотрел в ночное небо, благодарный за то, что их связь помогла им пережить это. Новость о случившемся быстро распространилась, тронув сердца многих людей. Это стало тихим напоминанием о том, на что способны доброта и мужество. Позже Йоханнесбургский зоопарк отправил Адо сообщение, в котором поблагодарил команду и пожелал Бабату полного выздоровления. Они надеялись, что его последние дни будут мирными и наполненными любовью. Так оно и было. Возможно, Бабату оставалось недолго, но здесь, в Адо, он был окружен заботой и завершил свое долгое путешествие в комфорте и спокойствии. Дорогой друг, спасибо тебе за то, что нашел время следить за этой историей. Путь. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы поддержать нас.